Любое произведение так или иначе содержит в себе антагониста, персонажа или идею, которые противопоставляются главным героям. Но вы можете воспротивиться. Не везде есть злодей. Да, это правда. Злодей есть не везде, но противопоставляющаяся идея так или иначе присутствует где угодно. Другое дело, хорошо ли она раскрыта или нет. В большинстве мультфильмов, к сожалению, с этим дела обстоят очень плохо. И осознал я это, когда сел за создание данного ролика. Я долго отбирал достойных кандидатов в это видео и смог найти лишь 7 правда отличных антагонистов. Да, ролик называется ТОП-10, и чуть позже вы поймете почему. Да и в сути, это не совсем топ. Да, я попытался расставить персонажей по местам, но в сущности, это больше мое видение того, кто является лучшим злодеем всех времен, а не нечто объективное. В любом случае, давайте сперва разберемся, что определяет отличного злодея. Или какие злодеи считаются и действительно являются хорошо прописанными. Вообще, есть очень много критериев хорошего антагониста, и все из них я, конечно, перечислять не буду. Но вот самые главные. Злодей подпитывает повествование, он движет сюжет так или иначе. Он думает, что он хороший, имеет тесную связь с главным героем, а также сильную мотивацию, обладает большей силой, чем главный герой, заставляет себя переживать. И шестое, самое главное, создает конфликт, то есть противостояние идей. Эталоном прекрасного злодея принято считать Джокера из Темного Рыцаря, но даже у него, как вы можете заметить, нет всех этих критериев. И это при том, что упомянул я тут далеко не все из них. Их на деле в разы больше, чем 6. Но зачем я привел пример с Джокером? Да дело в том, что антагонист не обязательно должен обладать всеми этими сторонами, чтобы считаться отличным. И этот список, или же топ, будет тому хорошим подтверждением. Проблема злодеев в мультфильмах состоит в том, что они там обычно выступают воплощением какого-то мистического зла, и в сути не имеют внутри себя никакой идеи. Грубо говоря, они просто злые и все. Но из-за этого история сильно упрощается. Если назвать кого-то злым или добрым, это слишком сужает то, как мы смотрим на героя и как герой смотрит на себя. Ведь на самом деле в реальном мире все куда более комплексно. Мотивация и идеология героя или злодея зачастую крайне сложные. Их нельзя определить одним словом зло или добро. Некоторые злодеи просто не верят в понятие зла или добра, хорошего или плохого, правильного или неправильного. И это то, что делает их интересными, то, что они разные. По правде, таких немного, но именно о них мы сегодня и поговорим. После всего вышесказанного, очень странно будет это слышать, но Титан. Титан из Мегамозга — это далеко не самый явный пример хорошего злодея, но как минимум это нетипичный злодей. Он слишком отличается от всех последующих персонажей этого списка, но тем не менее со своей задачей он справляется отлично. Что будет, если забитый в себе фрик, который совершенно не имеет никаких целей и идей, получит силу бога? Это крайне интересный вопрос, и на него отвечает Мегамозг. Титан от обычных злодеев отличает то, что у него нет никакой идеологии. Это его фишка. Он не является каким-то злом во плоти. В сути, все его действия сводятся к самым низменным потребностям человека. Да и как таковой мотивации у него нет. Да, впоследствии он уничтожает город из-за того, что его обманывали, но преступником он стал еще до этого. Даже после того, как Роксана отшила его, не сказать, что он сильно переживал из-за этого. Он пошел, ограбил какой-то банк и сел играть в видеоигры. Но несмотря на все это, у него есть важные для злодея черты. Мы, как зрители, понимаем его без проблем. Это не какой-то Джафар или еще кто. Титан даже несколько омерзителен, но при этом совершенно понятный публике. Большинство зрителей легко себя с ним отождествлят, потому что они такие же. Также он верит, что он хороший. Он верит, что поступает правильно. А еще, что немаловажно, мы видим в нем угрозу для главного героя. Он неуправляем, и мы не знаем, чего от него ожидать. И потому он интересен. Ну и с ним связано много смешных моментов, давайте уж будем честны. И еще Мегамозг! Это за космическую мачеху! Ты ей врал! Я думаю, ты уже готов. У меня и сынок есть. Какого же человека мы наделили силой мачо-мена? В общем, Титан обычный персонаж, но далеко не обычный злодей. И в целом да, он крутой. Если бы можно было поиграть за подобного персонажа с подобной силой, то было бы классно. И знаете, я недавно скачал игру Perfect World, и вау, там это можно сделать. Можно неограниченно летать и сражаться в воздухе, а еще под водой.
Я не помню, чтобы в ММО-играх на телефонах такое вообще можно было сделать. Также хорошая вещь, что можно выбирать, развиваться в PvP или PvE. Хотя, если вы не определитесь, то все равно есть возможность их совмещать. Признаюсь честно, я не часто играю в игры, но по-моему графика тут действительно качественная. Конечно, все зависит от телефона. Чем мощнее, тем можно и настройки лучше поставить. Начиная игру, тут предлагают выбрать один из 6 архетипов персонажей, закастомизировать своего героя и все, вперед в огромный игровой мир с множеством локаций со своим особым климатом. Короче, Perfect World вернулся, и ссылка на скачивание вас ждет в описании. А мы продолжаем. Buttons? Do you like them? I'm your other mother, silly. На 6-е место я поставил другую маму из Каролины в стране кошмаров. Многие, конечно, могут возразить, но позвольте мне объяснить. Другая мама – это тот тип злодея, которому нет необходимости сопереживать. Она тут почти зло воплоти. Даже если все, что она делает, можно объяснить тем, что ей нужно питаться. Это не имеет значения, потому что авторы на этом совсем не акцентировали. Главная задача другой мамы – нагонять атмосферу, создавать угрозу для Каролины и подпитывать нарратив. И с этим она справляется отлично. Мы не знаем ее мотивацию, кроме той, что ей нужно поесть. Мы не можем себя с ней идентифицировать. Да и в целом, у нее нет какой-то уж идеологии, она более-менее воплощение зла. Но почему-то здесь это работает, а в других мультфильмах абсолютное зло не работает. Оно скучно, и вот почему. Другая мама не столько антагонист мультфильма, сколько сама идея взросления. Она олицетворяет это для главной героини. И Каролина борется с идеей, она борется сама с собой. Другая мама – это практически тень Каролины, которую описывал Карл Юнг. При этом всем Бельдам очень харизматичная. Без нее мультфильм фактически теряет все. Поэтому да, 6-е место. Далее я поставил фею крестного из второго Шрека. И если другая мама просто была харизматичной, то фея будто является самим понятием харизмы. И это то, чем она берет больше всего. Она крутая. Ее песни, особенно последняя, это нечто, как и весь второй Шрек, впрочем. И опять, у нее нет предыстории, ей не сопереживаешь, но ей это и не нужно. Она знает, что она хороша, ей не нужно, чтобы кто-то ей сопереживал. Но с феей еще интересно то, что ведь она и Чаминг не должны были быть злодеями. Во всех сказках фея добрая и помогает главным героям. Чаминг прекрасный принц, и по сюжету он плохим быть не должен. И они оба начинают показывать свои плохие стороны именно потому, что сюжет изменился. Они всю жизнь жили, думая, что все будет идти по одному сценарию, но в конечном счете оказалось иначе. И поэтому вынуждены проявлять свои самые низкие стороны, чтобы сделать именно так, как им кажется все и должно быть. Я бы рискнул заявить, что с задачей, поставленной такому типу злодеев, как фея крестная, она справляется идеально. Она делает ровно то, что от нее требуется для продвижения истории. Не рассказывает какие-то эпизоды из прошлого или ненужные монологи перед тем, как уничтожить все. Она просто отличный злодей, который выполняет свою работу. Пожалуй, один из самых омерзительных персонажей всех времен. Фроло из Горбуна из Нотр-Дама. Когда я впервые полноценно посмотрел этот мультфильм, а произошло это совсем недавно, скажу я вам, Фроло показался мне хоть и занимательным, но довольно обычным злодеем Диснея. И на первый взгляд, с внешней стороны, он действительно немногим отличается от какой-то матушки Гатель или Джафара. Но на деле не совсем все так. Он правда злой. Он поджигает людей заживо, убивает мать и пытается утопить ребенка. Но ведь он делает это не потому, что злой, а потому, что он чертов религиозный фанатик. Он убежден, что поступает правильно. Ему виднеются всякие силуэты, которые подсказывают ему, как поступать. Когда он замечает в себе влечение к Эсмеральде, он начинает себя жестоко осуждать. Фроло не понимает, что происходит. Вспомните хотя бы песню Hellfire, которая, к слову, шикарна. Он в духе Инквизиции хочет сжечь свою соблазнительницу. И до меня только дошло. Он ведь олицетворение того сумасшедшего времени религиозных недоумений, Инквизиции и крестовых походов. Фроло от макушки до пяток кажется злом.
Но в сущности, он просто невероятно заблуждается. Его мотивация ясна. У него есть крепчайшая связь с главным героем, у него есть своя идея. Да, в конечном счете, он умирает так же, как Шрам и каждый второй антагонист. Но его суть была другая. And when everyone's super, no one will be. Pixar не любит использовать злодеев в своих произведениях. Да, они, конечно, иногда у них присутствуют, но особой роли они не играют. И чуть ли не единственный их злодей получился одним из лучших вообще. Синдром. Он действительно работает в качестве антагониста. Мы видим его путь от маленького надоедливого мальчика до одного из самых гениальных людей своего времени. Очевидно, что у него есть сильная мотивация, крепкая связь с главным героем, предыстория, которую можно сопереживать и так далее. Но что мне больше всего в нем нравится и в чем его главная фишка, это его идейность. Еще будучи малым, он придерживался идеи того, что человеку не нужна суперсила, чтобы быть супергероем. И он таким был еще до того, как его предал мистер Исключительный. Это потому, что у меня нет необычных свойств, а они есть не у каждого супергероя. Я изобрел эти бутсы. Я могу летать, а ты летаешь. Вот и лети домой. Да, у него есть травма, идущая из детства. Из-за этого он из Бадди превращается в Синдрома. Но вы хоть задумывались, почему его имя Синдром? Вся его идея заключалась в том, чтобы уничтожить супергероев. И не просто убить, он хотел сделать всех супергероями. А если супергерои все, то никто не супергерой. Создав социум, где каждый второй имеет способность, он хотел тем самым и избавиться от того шума в обществе под названием супергерои. Это идея, большая идея. Он синдром, потому что вся его сущность, весь его смысл изменить устои социальной жизни, перевернуть игру. Он как бы синдром этого общества, прогнившего, лицемерного, гнусного. Это все красиво, это все интересно. И это тот самый пример, каким злодею стоит быть. Синдром – это эталон злодея в мире мультфильмов. Он своеобразный Джокер из Темного рыцаря. There shall be a great cry in all of Egypt, such as never has been or ever will be again. Я не думал, что этот персонаж окажется в моем списке, и уж тем более на втором месте. Но чем больше я углублялся, тем лучше понял всю мощь этого антагониста. Рамзес из «Принца Египта». Скажу честно, я не помню в мультфильмах такого же противостояния идей, как в адаптации истории Моисея. Вся картина почти от начала и до конца именно об этом. И она бы не была такой без Рамзеса. Хотя эта история основана на Библии, но весь персонаж Рамзеса был создан почти с нуля. Ведь первоисточники и двух слов про него не написано. Да и в сути, все отношения двух братьев были созданы именно авторами адаптации. У этого злодея просто крепчайшая связь с главным героем, Моисеем. Его мотивация безоговорочна. Он хочет быть достойным наследником престола. Его воспитали таким. И в целом, все его идеи построены на том, что дал ему отец. Благодаря этому всему нам очень легко понять его. И от того, куда интереснее наблюдать за событиями. И, конечно же, Рамзес верит в свою правоту. Иначе никак. И удивительно, но у него нет самого главного, что есть у каждого злодея, упомянутого в этом ролике. У него нет больше силы, чем у протагониста. У Моисея есть сила Бога. Что может быть мощнее этого? Ничего. И все же Рамзес справляется со своей задачей злодея. Мы с самого начала знаем, что он проиграет. И не потому, что плохие всегда проигрывают, или мы знаем сюжет Библии. Нет. Потому что силы не равны. Принц Египта – ярчайший пример злодея, который обречен на провал, но который в силу своей идеологии пытается биться до последнего, ведь он убежден, что он прав. Это и все упомянутое ранее делает его одним из лучших злодеев всех времен. Это не совсем достойное упоминание. Скорее, я просто знаю, что многие будут писать: а почему ты не добавил этого злодея или этого? Короче, начну с лорда Шеня. Многие из вас знают мое отношение к этому персонажу. Я делал отдельный ролик о нем. И в целом ничего не изменилось. Шень – пустой злодей. У него был огромный потенциал. Он мог вправду стать одним из лучших антагонистов в мультфильмах в истории. Но что-то пошло не так. Если будет интересно, то, как я и сказал, я подробно об этом уже говорил.
Далее, наверняка все ждали увидеть Шрама, и в целом, да, я мог бы это сделать, но, во-первых, это слишком банально, а во-вторых, Шрам типичный злодей с самой обыденной мотивацией и так далее. Да, в сравнении с большинством злодеев он неплох, но все же не входит в мое понятие лучших антагонистов в истории мультфильмов. Он именно что злодей, но ничего нового в это понятие он не привносит. Ну и третий персонаж Лоцо. Да, возможно, кто-то ждал его здесь. Да и я даже задумывался о том, чтобы его добавить. Но впоследствии понял, что все его злодейство сводится к тому, что он хочет, чтобы другим было плохо. Он завидует игрушкам, у которых есть хозяин. У него был неудачный опыт с этим. И посему он хочет, чтобы другим было тоже плохо. Да, в целом злодей неплохой. Лучший из всей трилогии истории игрушек. И один из лучших пиксаровских злодеев, но не дотянул. You have nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. И на первое место моего топа самых лучших злодеев во всей мультивселенной я поставил Tai Lung. И это во многом мои личные заморочки. Мне очень нравится Tai Lung. Я даже делал о нем отдельный ролик. Но в процессе этого видео я понял, что он даже лучший злодей, чем я думал. Если пройтись по пунктам, то он почти везде будет на высочайшем уровне. У него есть все критерии. У него есть предыстория, которая привязывает зрителей к нему, как ни крути. Далее, я уже это говорил, но Tai Lung в сути берет нас именно страхом неизведанного. С самого начала все говорят про какого-то таинственного воина, который способен уничтожить всех. Он находится в тюрьме, которая создана только для него одного. Два самых сильных мастера во всем мире дрожат от страха при одном его упоминании. Tai Lung движет историю. Он верит, что поступает правильно. Ты не знаешь, чего от него ожидать. Он является угрозой для героев, имеет сильнейшую мотивацию, и это далеко не только месть. Он харизматичен и тесно связан, хоть не с главным героем, но с другими главными героями. Он фактически и полностью олицетворение отличного, почти идеального злодея. Да, в своем ролике про Tai Lung я сказал, что в сути он не злодей, а не состоявшийся герой, но это даже лучше. Из-за этого всего его судьба становится еще трагичнее, и мы ему сопереживаем без проблем. Причем его-то в мультфильме не так уж и много. Вся история существует только благодаря ему, но при этом его почти нет в кадре. Браво, это прекрасно. И честно, я даже не знаю, кто лучше, чем Tai Lung. Я даже представить не могу. Хотя бы лично для меня. Ребят, весь этот список на самом деле существует, чтобы показать вам, какие злодеи бывают разные. И почему при этом они могут быть хорошими даже без предыстории и мотивации. Хотя, по правде, я действительно не смог найти лучше злодеев, чем этих семерых. Я пролистал тысячи мультфильмов на всяких IMDb, чтобы вспомнить антагонистов мультфильмов, и я не нашел никого интереснее этих ребят. В основном это, наверное, из-за Диснея, ведь их злодеи максимально картонные и неотличительные. А как мы знаем, каждый второй мультфильм это Дисней. Да, среди мультсериалов, думаю, можно найти больше хороших антагонистов, но в этом видео я брал в обозрение только полнометражки. Также на протяжении всего видео я использовал слово антагонист и злодей как взаимозаменяемые, имея в виду персонажа, который противостоит главному герою. Это на случай, если у вас возникнут вопросы. Всем большое спасибо за просмотр и еще увидимся.